Можно ли накормить семью из одной курицы, при этом не есть одно и то же несколько дней подряд? Сегодня я принимаю этот вызов. Покажу, как приготовить 3 совершенно разных блюда и сделать запас еды примерно на 20 порций. Все просто, вкусно и почти все готовится в аэрогриле. Поехали! У меня 1,5 килограмма курицы. Ее я промываю, обсушиваю полотенцем. И, кстати, разделывать курицу я буду в этом видео в первый раз, поэтому не судите строго. Курицу разрезаю вот таким образом, как показано на видео, пополам, и при помощи рук отделяю филе от корсета, если я правильно это называю. Нижнюю часть курицы, где голени, немного надламываю руками по суставам и также острым ножом разрезаю по суставу, отделяю ножки. Потом отрезаю хвостик, он нам не понадобится. Также убираю всю кожу при помощи острого ножа вот такими маленькими движениями. Разрезаю по суставу бедра. Режу аккуратно по суставу, ножом можно нащупать это место, которое хорошо прорезается. Бедра можно оставить так, например, их можно запечь, замариновав до этого в специях, но я косточки отрезаю, потому что они у нас пойдут на суп, и вот такое бедро без кости, не очень аккуратное, оставляю, оно пойдет на фарш. Таким же образом поступаю со вторым бедром, просто по кругу при помощи ножа отделяю косточку. Кстати, наверное, это удобнее будет сделать таким маленьким ножом. Теперь берем верхнюю часть курицы, где крылышки. Крылышки я тоже отрезаю по суставу. И также из крылышков пытаюсь убрать кожу. Убираю кожу с филе. Филе отделяю друг от друга, вырезая кость. Отделяю малое куриное филе, оно у нас также пойдет на фарш. Все кости складываю в кучку, у нас остается 2 куриных филе, 2 бедра и 2 ножки. Ножки можно оставить как есть, их можно замариновать в специях и просто запечь в аэрогриле или на сковороде. У меня же другая идея в этом видео. Бедра у нас тоже пойдут на фарш. Я снимаю с ножек кожу и снимаю кость. Вот таким образом просто вырезаю ее внутри. Я знаю, что есть какие-то разные способы, как вытащить эту кость, но для меня самый удобный оказался просто по кругу ее вырезать ножом. Все суставы, кости, корсет, а также крылышки у меня идут в заморозку. Это все пойдет на суп. В конце видео мы его приготовим. Очень простой вкусный супчик. Теперь займемся фаршем для котлеток, для бургера. Для фарша я использую бедра, голени, а также 2 малых куриных филе. Для этого я все нарезаю на небольшие кусочки, перекладываю в блендер, добавляю 1 лук, можно добавить чеснок, но я потом добавлю сухой чеснок. Все перекладываем в блендер и измельчаем. Если у вас есть мясорубка, то делайте фарш в ней. Добавляем 1 столовую ложку соевого соуса или же 1 столовую ложку соуса терияки, как в моем случае, немного соли и также сушеный чеснок. И немного черного перца. Все хорошо перемешиваем. Вот у нас такой очень простой обычный фарш получился. В фарш даже можно не добавлять лук, просто добавить, например, сушеный лук. Беру бумажную форму для аэрогриля. У меня она хорошая, с силиконизированным покрытием, к нему ничего не пристает, поэтому ничего не смазываю маслом. Леплю вот такие очень тонкие 4 котлетки. Буду готовить в 2 раза, потому что только по 4 котлетки у меня влезает. Аэрогриль с каждой стороны примерно по 22 сантиметра у меня корзина. Ставлю в аэрогриль такие котлетки, я их не сбрызгиваю маслом и не буду переворачивать, потому что они очень тонкие, они и так хорошо пропекутся. Ставлю 180 градусов 10 минут. Все очень быстро. Тем временем можно приготовить соус для бургера или нарезать овощи также для бургера. Потом делаем то же самое с остатком фарша. Из такого количества фарша у меня получилось 8 очень тоненьких котлет. На 8 бургеров. В нашей семье 4 человека, и такие бургеры — это такой легкий прием пищи, легкий обед на 2 дня. Котлетки готовы, они очень вкусные и простые. Частенько готовлю такие бургеры, дети очень любят домашние бургеры. Нам понадобится 8 булочек для бургера. Я использую готовые котлетки, только что приготовленные, листья салата, помидоры, маринованные огурцы, красный лук. Это такой базовый набор продуктов, которые я люблю использовать в бургер.
И для соуса будем использовать 4-5 столовых ложек греческого йогурта или же сметаны, примерно 2-3 столовых ложки кетчупа или томатной пасты. Тут можно положить также майонез, если хотите, или, например, чуть соевого соуса. Я в этот раз решила добавить 1 столовую ложку соуса барбекю. Также добавляем соль по вкусу, сушеный чеснок, можно добавить свежий чеснок и любую зелень, петрушку, укроп. Будет очень вкусно, но у меня дети не любят, когда зелень в соусе. Подготавливаем овощи, я нарезаю на тонкие кружочки помидор, корнишоны разрезаю на тонкие полосочки и лук красный разрезаю также на колечки. Все овощи подготовлены, и нам также понадобится сыр. Теперь приступим к булочкам. Бургер можно собрать и так, но я люблю булочки подогревать в аэрогриле, делать их такими теплыми, подсушенными, хрустящими. Этот шаг можно пропустить. Я выкладываю булочки вот таким образом, срезом вверх, и ставлю абсолютно любую программу. У меня это базовая программа аэрогриль, 180 градусов, 3 минуты. Булочки станут очень хрустящими, вы только послушайте. Мне нравится готовить именно так. Вам кажется, что это слишком много действий, но на самом деле в аэрогриле по 3-5 минут это делается очень-очень быстро. Теперь я подогрею котлетки. Беру чистую бумажную форму для аэрогриля, выкладываю котлетки, сверху кладу сыр, и люблю готовить именно таким образом. Ставлю в аэрогриль, можно на режим гриль поставить или на режим подогрев. 175 градусов у меня это 5 минут, просто чтобы сыр расплавился, соединился, так сказать, с котлеткой, и все это стало очень вкусным, горячим, ароматным. Теперь берем наш готовый домашний соус, намазываем теплые хрустящие булочки. Сверху с одной стороны кладем листик салата. Те, кто любит кружочки красного лука, сверху кладу теплую котлетку с сыром, помидор, корнишоны, можно соленый огурчик положить, например, и накрываю второй булочкой. Получается очень вкусный, простой, такой домашний фастфуд, полезный. Обязательно попробуйте такой вариант приготовить. Очень вкусно, еще с говяжьим фаршем получается. Разрезаем бургер пополам, я покажу, как он выглядит в разрезе. Ну, смотрите, чем не хуже Макдональдс. Макдональдс просто нервно курит в сторонке. Получается действительно очень вкусно, и такой бургер понравится как взрослым, так и детям. Теперь приготовим второе блюдо. Это у нас куриные отбивные с очень простой шапочкой, которая очень простая и бюджетная. Каждое куриное филе я разрезаю пополам. Получается 4 порции. Куриное филе необходимо отбить, посолить, поперчить. И я еще добавляю сушеный чеснок. Сверху можно нанести плавленый сыр или, например, крем-сыр. Понадобится примерно 2 столовые ложки. Можно сделать по-другому. Смешать начинку с крем-сыром и потом уже выложить на отбивные. Но я в этот раз делала так, просто промазала сверху крем-сыром. Теперь будем делать стандартную обычную зажарку, которую я частенько делаю, просто замораживаю, потом при необходимости беру из морозилки. Нарезаю много лука, много моркови. Использую примерно 4 лука, 4 моркови, 4 зубчика чеснока. Можно использовать гораздо больше. Я нарезаю лук на небольшой кубик, морковь промываю, очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. Я использую, конечно же, сковороду, это удобнее всего. Готовлю на масле кхи, это топленое масло. Теперь все обжариваем на масле кхи. Я сначала обжариваю лук, потом добавляю морковь. И я не очень зажариваю, я больше это все тушу, скажем так. Как только лук обжарился, стал таким более прозрачным, потушился, добавляю морковь. Добавляю еще немного масла кхи, оно очень полезно. Я этого масла не боюсь переборщить, оно очень вкусное и по вкусу как сливочное. Чеснок можно нарезать мелко ножом, но я натираю на мелкой терке. Добавляю его уже в конце приготовления нашей зажарки, чтобы чеснок не горел. Зажарка готова. Натираем примерно 120 грамм полутвердого сыра. У нас все практически готово. Я кладу зажарку просто в виде шапочки сверху на отбивные, но лучше это сделать в аэрогриле. Лучше выложить куриные филе в аэрогриль и шапочку класть внутрь, потому что довольно сложно мне было переложить куриное филе в аэрогриль. В такой аэрогриль как раз таки помещается 4 таких отбивных.
Как я уже сказала ранее, начинку можно смешать с крем-сыром, с майонезом или даже с плавленным сыром. Готовить я буду в аэрогриле в бумажной форме. Присыпаем сверху сыром и ставим в аэрогриль на 180 градусов где-то 15 минут. Режим аэрогриль. У меня в аэрогриле 2 тена. Если у вас 1 тен, то попробуйте поставить чуть ниже температуры 170 градусов, примерно 20 минут. Покажу вам, как выглядит заготовка из такой зажарки. Я вот частенько делаю именно так, сразу все обжариваю и кладу в любую силиконовую форму. Это может быть такая вот форма для кексов или такая специальная силиконовая форма с крышечкой, как раз таки для таких заморозок, подойдет для всяких пюрешек. Наверняка, если у вас маленький ребенок, вы таким чем-то пользуетесь. И я просто утрамбовываю хорошо зажарку из лука, чеснока и моркови вот в такую любую силиконовую емкость и кладу в морозилку заморозиться. На следующий день я переложу это в zip-пакет, можно переложить в вакуум и хранить в холодильнике несколько месяцев, потом использовать в суп или в другие блюда. Куриные отбивные готовы, они получаются очень вкусные. Кстати, сыра можно положить побольше, потому что если где-то будет проглядывать морковь, она может гореть и чуть стать такой черненькой, поэтому сыра не бойтесь, кладите много. Получается очень бюджетное, простое блюдо. Мы одновременно приготовили и зажарку для других рецептов, и использовали куриное филе, сделали очень вкусную простую шапочку. Такой обед-ужин подойдет на один раз для всей семьи из 4 человек. Последнее блюдо, третье. Приготовим очень простой суп, что редко я готовлю на своем канале, но покажу вам, что супы мы также едим. Мои дети, правда, не очень любят суп, они кушают в основном его в саду, в школе. Дома мы редко готовим, но если готовим, то я готовлю вот что-то подобное. Или еще борщ любим готовить. Готовила я суп на следующий день, поэтому корсет, кости, суставы у меня были заморожены. Я их просто кладу в большую кастрюлю, наливаю холодную воду, ставлю на огонь подогреваться. Использую для супа обычную картошку, примерно 5 штук. Но тут у меня такая маленькая картошка, использую где-то 10 маленьких штучек. Понадобится также зажарка, которую мы предварительно заморозили. Сейчас я показываю именно такой быстрый суп, где вы готовите практически все из подготовленных продуктов. И любые замороженные овощи кладите, либо если вы сами заморозили что-то с вашего огорода или сада, либо покупной микс, либо вот в моем случае часто замораживаю так вот брокколи. И стебель тоже нарезаю на кубик и замораживаем. Кости я готовлю долго, примерно 2 часа на медленном огне. Я люблю, чтобы они прямо спадали с кости. И бульон я не сливаю. Я знаю, что многие мне сейчас напишут, что надо сливать, готовить на второй воде, но я так не делаю. Я читала информацию о том, что если мы сливаем бульон, мы просто сливаем полезный коллаген, который выделяется при вот этой первой варке костей. И потом уже, конечно же, суп не будет такой полезный. Я просто потом ситечком снимаю пенку, ненужные части, и бульон остается прозрачным. После очистки бульона я добавляю туда картофель, 3 брусочка замороженной, заранее приготовленной зажарки, остатки замороженного брокколи. Добавляю 3 душистых перчика, также у меня соль такая ароматная. Добавляю примерно столовую ложку, лавровый лист. Все это варю до готовности картофеля, чтобы брокколи приготовилось. И в конце, буквально там за 5 минут, выкладываю лапшу или же вермишель. У меня сейчас яичная лапша, совсем чуть-чуть. И в конце уже, когда суп готов, добавляем примерно 100 грамм плавленного сырочка. Это очень вкусно, можно его не добавлять, но дети очень любят, когда суп сливочный, поэтому я добавляю в такой вот куриный суп часто плавленый сырок. И в такой кастрюле ужина нам на 2 дня. Нас 4, то есть 8 приемов пищи. Таким образом у нас получилось 3 разных блюда из одной курицы. Конечно же, мы добавляем другие продукты, чтобы приготовить новые блюда. Но напишите в комментариях, как вам такой формат видео заготовки, где я приготавливаю все из одного продукта. И сразу получается много-много разных приемов пищи. Напишите, кстати, какой вам рецепт понравился, что вы готовите в аэрогриле, что вам захотелось приготовить после просмотра данного ролика. Мне будет очень интересно почитать. Желаю вам всего самого хорошего и увижусь с вами скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!